Не учи физику в школе, и жизнь твоя будет наполнена различными чудесами. Так устроено человеческое сознание, что у нас нет с тобой Wi-Fi и Bluetooth. Или нужно поменять стрелка, или нужно... ну, на самом деле, да, мы так и делаем. Иногда бывает замыливается. Всем привет! Вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода, как всегда, с нами Григорий Александрович. Привет! И вот это прекрасное орудие. Оружие, да. Да, что это такое, Григорий Александрович? Это винтовка Лобаева «Возмездие» DXL-3 в калибре 338 луповая Magnum. Значит, винтовочка, ну, на мой взгляд, потрясающая, точная. Мы достаточное количество этих винтовок отвезли нашим пацанам, если можно об этом говорить. Да. Вот, ну, десятки, допустим. То есть через наши руки прошли десятки. Вот, мы приобрели определенный опыт работы с этой винтовкой. И нас устраивает очень, во-первых, куча. Во-вторых, если настроить правильно эту винтовку, то надежность всех узлов и механизмов. Вот. И самое главное, это ударно-спусковой механизм, который здесь имеет просто немыслимое количество регулировок. Вот. О нем мы остановимся поближе и поподробнее. Вот. Значит, здесь могучий ствол. И давайте по порядку, что называется. Да, давайте. Когда мы покупаем высокоточное оружие, а это именно высокоточное оружие, мы гонимся за экстремальной кучностью, за экстремальной точностью, и все это просто так с коробки не работает. В целом, история отечественных винтовок, они примерно в один год все проявились на рынке, примерно там 11-14 года, вот, с разным успехом. Вот. Лобаев в свое время «Царь-пушку» открывал в 2003 году. Вот. Потом они уезжали в Арабские Эмираты и, вернувшись сюда, открыли здесь еще раз, по-моему, в 2013 году. Вот. Значит, с тех пор на рынке у нас сейчас есть несколько прекрасных компаний, которые выпускают оружие. Это Лобаев, это Орсис, это Bespoke Gun. Есть еще компании, которые это что касается высокоточки. Есть компании, которые занимаются перестволом. Ствольные компании очень хорошие. Это Московская оружейная компания, насколько я знаю, хорошо они делают. Это Владимир Гребенюк, который тоже перестваливает, и есть довольные отзывы о нем. Вот. То есть я говорю о том, что в целом точность и мир вообще высокоточки в России достаточно развит. При всем, что есть определенное стенание о том, что там дорогой патрон, недостаточно развита вся эта история. Ребят, ну, последний Кубок Каллеса, первые 4 места русские. Первые 4. Вот. Причем, прямо скажем, да, поехали и топы, и поехали, ну, средней руки стрелки. Уверенные, хорошие стрелки, бесспорно, но они доказали, как бы, свой уровень. Вот. О чем говорим мы? О том, что мир высокоточки достаточно разнообразен. И самое главное, в чем его прелесть этого мира? В вариативности. То есть ребята всегда сомневаются в результате, всегда ставят под вопрос, и каждый выстрел у них тест. Вот. С таким подходом, конечно же, играться с этим оружием можно бесконечно, с любым, и с Лобаевым, и с Орсисом. И еще раз говорю, в погоне за... То есть мы не можем взять высокоточный комплекс, вставить сюда любой патрон, стрельнуть и попасть на предельных дистанциях. Там, допустим, вот я считаю, что уверенный выстрел вот на этой винтовке это 1200 метров, 1300. Мы уверенно работаем, ну, в грудную мишень. Вот. И чтобы так попадать, нельзя взять любую винтовку, там, будь то АИшка, там Accuracy International, или Barrett, или Mannlicher. Невозможно взять патрон, знаете, так вот его собрать, вставить, выстрелить и попасть. Это невозможно. В любом случае нужно произвести настройку этого комплекса, и здесь нужно быть, ну, мастером.
Вот. Мы сейчас с вами видим в интернете, что ребята снимают хайповые видео о том, что вот это не работает, вот это не работает. Ну, профессионалы сразу видят, что, ну, ребят, вы с СВД пересели на, по сути, на Lamborghini, да, там, ну, пусть это будет Лобаев или Орсис, там, или какая-то другая компания, вот, вам предоставили высокоточный комплекс, с которым нужно уметь знать и готовым быть к тому, чтобы его эксплуатировать. Ваши тезисы о том, что «а как нам с ними воевать?», вам никак. Вот тем, кто снимает это видео, никак, не трогайте эти винтовки. Есть СВ-98, отличная винтовка, отличная армейская винтовка. Стреляйте, учитесь стрелять с нее. 100%. Вот. Если у вас есть желание, есть интеллектуальные возможности, есть способности заниматься высокоточным оружием, то, пожалуйста, берите себе винтовку. Вот мы остановились на возмездии, и мы настраиваем эту винтовку, и она уверенно работает на нужной гильзе, на нужном навеске нам, на нужных нам дистанциях и скоростях. Вот. При этом мы акцентируем внимание максимально всегда на то, что мы настроены на максимально российский комплекс. То есть вот эта винтовка полностью создана из отечественных комплектующих. Здесь сталь из России, алюминий из России. Все это делается в России русскими мастерами. Огромное им спасибо. 19 сентября, кстати, был День оружейника. Естественно, мои поздравления всем компаниям, которые занимаются и высокоточным оружием, и полуавтоматическим русским оружейникам. Виват. Вот. И вернемся к этой истории. То есть мы говорим о том, что эта винтовка полностью отечественных комплектующих. Сошки отечественная компания Рост. Глушитель отечественная компания CNC Gun Custom. Сюда сейчас встанет кронштейн отечественной компании Рост. Здесь без наклона, потому что я дальше расскажу про винтовочку. Мы решили этот вопрос. Вот. То есть максимально сейчас с компанией Дедал мы общаемся для того, чтобы приобретать прицелы сюда отечественные. Как дневные, так и тепловизионные. Предобъективку мы ставим. Компания Рост, компания Инфротек. Отличные предобъективки. Просто вот, ну, меня от тебя можно отличить на дистанции 1200. В тепловизионном спектре. Круто. В этот раз в командировку мы везем с собой Невеста С компании Дедал. Это тоже очень хороший комплекс. Мы обязательно дадим отчет вам по работе этого комплекса. Вот. То есть на самом деле российский рынок, он потрясающий. Есть люди, которые говорят, что есть такие люди, которые все время ругают все русское, и для них, ну, как бы вот важно, чтобы вот турок был. Не Иш, а турок. Там, ну, к примеру, там, не Орсис, а там, Аишка, там, не Лобаев, а Барретт. Вот. Но ничем они не лучше. Вот ничем. И напомню, что как бы есть и рекорды, и у Орсиса есть рекорды, и у Лобаева есть рекорды. Я за то, чтобы у нас каждый выбирал себе по возможностям, по кошельку и приобретал свой комплекс родной. Он в любом случае для вас, когда винтовку приобретете, вы с ней будете жить, и она в любом случае станет ваша. То есть как вот на данный момент вот эта винтовка, допустим, да, вот я только что приобрел ее, и она не моя. Ну вот я не знаю момента срыва. Вот. Ну и раз уж мы про срыв заговорили, мы сказали о том, что все это отечественное. Давайте поговорим про ударно-спусковой механизм этой винтовки. Значит, есть различные, опять же, видео непрофессиональных стрелков, у которых единственный там аргумент почему-то, что он на войне, вот, поэтому он много знает. Не знает. Я много видел снайперов военных. Ну, обязательно нужно пройти подготовку. А вот кто прошел подготовку, вы такого видео нигде не увидите. Чтобы вот это говно, это не работает, мы сейчас это бросим. Слушайте, вы расписываетесь в собственной глупости, когда снимаете такие видео. Так вот, значит, вот этот ударно-спусковой механизм, мы тоже сначала его не поняли, будучи новичками в истории в этой. Но, когда поняли, да, я сначала не видел, а потом как увидел, вот это вот. Значит, здесь ударно-спусковой механизм регулируется
в немыслимых просто возможностях, значит, и мягкость его, и свободный ход, и расположение спускового крючка вот здесь вот если вы видите, 1,5 сантиметра можно двигать его туда и сюда. Класс. Ну, то есть, вот, если у вас длинные пальцы, Ну, да, если у вас вот короткие да, пальцы, да. да. Внутри самого спускового крючка есть тоже винт, и он регулирует его, ну, и ход, и плавность. Вот они сейчас отрегулированы просто идеально. Я напомню, что мы пересаживаем на эти винтовки парней с СВ-98, с СВД, как правило, с СВД, потому что это самая распространенная сейчас винтовка в войсках. Вот. И у парней там, ну, вот такой вот просто холостой ход. Да. Вот такой. Здесь он, конечно же, намного меньше. Но вы даже не представляете, как много мы времени проводим. Вот я, например, иногда вечером после стрельбы говорю: так, парни, получили опыт, все идем сюда, у нас есть ящики оружейные, мы на них выставляемся, и парни подходят ко мне, и я регулирую им УСМ. Рассказывая, как это работает, чтобы они потом делали это сами. Потом мы, естественно, имеем обратную связь, они нам рассказывают, как это происходит. То есть они регулируют УСМ, эта винтовка становится индивидуальная. Она, понятно, что щечка выдвигается, это там как бы, ну, никого не удивишь. Да. Понятно, что выдвигается там затыльник приклада там на антропологию на твою. Вот. Все, сошки двигаются, подтуживаются они вот этим винтом, да, все, то есть все регулируется, прицел устанавливается. Давайте к винтовке. Значит, чуть позже мы сделаем вклеечку, как работает, как настраивать ударный спусковой механизм, почему у некоторых болтается спусковой крючок, почему происходят невзводы. Я попозже вам расскажу об этом. Значит, вот на данный момент, вот мы сейчас видим с тобой, что винтовка завелась. Вот мы кладем палец на спусковой крючок, обрати внимание, кожа продавливается. Вот только кожа продавилась, и уже щелчок. Вот. То есть, еще раз, я акцентирую внимание, я не трогал эту винтовку вообще. Вот она как вот пришла, так и пришла. Вот. Все открывается плавненько, все двигается. Здесь достаточно вообще винтовка достаточно массивная. Очень толстый ствол. Почему? Никто из вас, уважаемые стрелки, не протолкнет пулю шомполом по стволу. Просто вам сил не хватит. Когда это делает пуля со скоростью, в данном случае там, мы настраиваем 870 метров в секунду, то любой ствол, он делает такое хлыстовое движение. Вот, и это и есть технический разброс, да, то есть вот он вот разбрасывает на 100 метрах вот эту кучу. Он получается напротив этого, то есть если нарезать сюда, то он получается хлыст сюда. Нет, не так. Смотрите, еще раз. Вот, знаете, в одной книжке, в одной из групп, да, F-класса, мы, то ли в шутку, то ли нет, ствол под собственной массой наклонен. Относительно оси. Ну, понятно, что там в тысячных, в микронах там так далее. И вот пуля проходит, когда через ствол, она в любом случае его колыхнет. Значит, оружейники борются с этим толщиной ствола, имея в своей формуле создания оружия вес винтовки. Здесь не скажу, что мы вычеркнули, вот Лобаев вычеркнул эту позицию, но он сделал вот что. Он сделал надежный российский ствол, который экстремально кучный. Вот эта вот пресловутая пуля в пулю, вот он работает так. И повторюсь еще раз, настраивая сам комплекс, то есть патрон плюс винтовка плюс стрелок, да, можно любую высокоточную винтовку настроить на пулю в пулю. Я имею в виду, обратите внимание, высокоточную винтовку. Давайте, СВД, Тигры, вот эти все, Мосина, это все ребята мимо. Вот. Современные высокоточные винтовки, там еще раз, там, Accuracy International, Barrett, там, Лобаев, Орсис, Беспок. Все эти винтовки стреляют примерно 0,2-0,1, если настроить. Вот. Это важно. Поэтому здесь штука такая. Армейцу дали оружие, значит, у него в его системе координат, это я сейчас сяду и везде попаду, нет. Значит, ствол достаточно массивный, и претензий к куче стволя у нас не бывает. Ну, практически, вот сколько мы через себя винтовок пропустили, я не буду говорить о том, как у других, я рассказываю про нас. Мы пропустили через себя несколько десятков этих стволов. Все работает, настрелы у всех там к 1000 приближаются, потому что мы, когда поставляем
винтовки к войска, мы стараемся насыпать им пуль, равных примерно ресурсу ствола. То есть, чтобы у парней не было вопросов, где взять патрон. Все, они тренируются, у них есть расписанные программы, то есть даже если они не воюют, они всегда стреляют с этих винтовок. Вот, потому что ну, когда надо, они должны быть готовы. Это важно. Значит, понятно. Со стволом понятно. Значит, с сошками. Почему мы применяем эти? Потому что площадь опоры достаточно большая. Вот, потому что стреляют, как правило, снайперы. Знаете, вот мы учим всех снайперов стрелять лежа. Что мне говорят об обратной связи армейские снайперы? Практически не бывает лежа. Вот практически не бывает лежа. Все время с неустойчивых, все время со столов с каких-то, с ящиков, с диванов, с вещмешков, с каких-то позиций скрытых из разрушенных камней там, и так далее. Поэтому опора сошек важна. Они опираются и вперед, и их можно наклонить, и назад, они спокойно работают. Ну, не про сошки мы говорим сейчас. Значит, про УСМ проговорили. Значит, это у нас затвор. Он достаточно массивный. Вот, например, на Орсисе этот затвор, он достаточно легкий, но это конструктивное решение. Это так решили инженеры. Еще раз, товарищи хейтеры, прежде чем что-то хаять, создайте, попробуйте сами. Вы просто в себе представьте процесс создания. То есть вот ребята не только замыслили эту винтовку, они ее создали, и она стреляет. Достаточно успешный коммерческий проект. Сделайте что-то подобное, потом вот имейте совесть об этом жужжать на каждом углу. Вот прям недавно столкнулся с этой историей. Значит, смотри, здесь есть такой молоточек, который взводит, собственно, он регулируется. Мы сейчас к нему вернемся. Значит, очень важно, посмотрите, парни, когда вы будете заниматься настройкой боеприпаса, настройка, вернее, это вылет ударника. Он сделан по стандарту, регулируется он вот на это место нужно акцентировать внимание, поворачивая заднюю часть затвора вот таким образом. То есть, чтобы взвести, мы проворачиваем его. Чем здесь стоят вот усиленные пружины, и достаточно сложно это движение сделать, но как бы нормально. Потом мы упираемся этим молоточком и продвигаем его вот по этой прорези до конца. То есть, ну, это можно сделать, например, уперевшись там в ящик оружейный, вот, и проворачиваем чуть-чуть механизм. Значит, дальше мы его выравниваем, и, собственно, вот он боечек. О, класс. Вот, это задняя часть затвора, мы ее убираем в сторону. Уважаемые военные, вот здесь вот есть ключик, винтик под ключик, под шестигранник на 1,5. Вот он, видите, вот он встал в ключик. Его можно открутить. Сейчас он на стоп-резьбе там, по-моему. Скорее всего. Не будем откручивать тогда. В общем, откручиваем вот этот стопор. И вот эта часть с байка выкручивается, освобождая боевую пружину. Что освобождая? Вот это муфта просто. Значит, освобождаем. И для того, что, если мы хотим обслужить боек, что-то сделать с ним, вот, мы его разбираем. Затем, когда вы собирать будете его, обязательно пружина должна быть чуть-чуть скользкая, то есть чуть-чуть в смазочке. Вот. Мы закручиваем, и как раз вот здесь вот настроечка будет вот таким образом происходить. То есть, что важно? Важно, чтобы накручивая на ось байка, чтобы у нас вот этот молоточек вот здесь вот упирался. И вот так вот делать, чуть-чуть прям люфт, с нажимом вперед. То есть вот он, боечек вышел, и здесь нажимом вперед. Вот если вы, закручивая его, вот, можете регулировать так, чтобы он касался именно вот этой части затвора. Все. Как только мы этого достигли, значит, все, у нас регулировка прошла. Мы затягиваем этот винт, затягиваем его ключиком на 1,5 и собираем затвор. Для этого мы молоточек выставляем вот в эту ось, где номер нарисован. Потом берем заднюю часть, надеваем. Значит, я правша, поэтому правой рукой дожимаем до конца и поворачиваем. Вот. Все. Затвор собран. И готов к бою. Значит, дальше здесь есть эжектор и экстрактор. Пружинка здесь и пружинка здесь. Значит, он уходит просто в сторону на эксцентрике там. Видите, вот так вот.
А здесь подпружиненный экстрактор, но он самый распространенный, вы его знаете. Вот эта часть, этот зуб, так называемый зуб, он создан для того, чтобы облегчить момент в экстракции гильзы, чтобы она сходила с патронника. Да? Так. Мы собираем. Внимание, смотрите, когда вы вставляете обратно, чуть-чуть подвигайте за рукоятку, чтобы произошел щелчок. Таким образом, вы не повредите при сборке. Пойдем сюда. Вот здесь вот есть канал. Вот в ложе. Вот это вот. И если вы не сделаете вот этого щелчка, вот это о чем? Вот сейчас слышали, вот он произошел, все. И механизм, он спокойно заходит. Если вы будете с другим углом рукоятки заводить, то вот здесь у вас будут появляться коцки. Вот в этом месте. Вот. Но это говорит о том, что вы неаккуратно собираете винтовку. Только об этом. Вот мы вот таким образом, это правильно. Все, закрываем канал ствола, мы взведены, все работает. Вот. Еще раз, винтовка достаточно массивная. Для чего это сделано? Понимаете, в чем дело? Чтобы запустить пулю, должна быть масса. Вот почему орудийные лафеты тяжелые. Вот поэтому. Почему винтовка тяжелая? Вот поэтому. Чтобы была стабильность. Далее мы переходим с вами к магазину. Были претензии к магазину. Значит, что мы сделали с магазином и вообще с этим окном? Да, то есть это вот винтовка, она модернизирована достаточно сейчас широко. Когда начались санкции, на рынке пуль был дефицит пули крепко выросла в цене. Поэтому многие оружейники стали изготавливать солиды. Пули, которые созданы точеным способом, такие так называемые точенки. Используется медь, латунь, сплавы различные, тяжелые, но все они легче свинца. А мы с вами ограничены калибром. И как мы можем увеличить массу при плотности по определенной металла? Только увеличив объем. И объем мы можем увеличить только здесь в одну сторону, только в длину. Поэтому солиды всегда длиннее пуль с свинцовым сердечником. Вот. О чем это говорит? Ну, то есть мы здесь ушли от каких-то правил. Значит, у нас есть гильза, в гильзе есть определенный объем. В погоне за экстремальной кучностью мы гонимся за определенными скоростными полками. Как мы можем этим достичь? Порохом, объемом пороха. Объем гильзы у нас ограничен. Если мы с вами солид будем вставлять глубоко, ну, то есть вот как вернее, мы не можем вставить его глубоко. Почему? Потому что мы упремся в порох. Все. Что это значит? Это значит, кол патрона, его общая длина стала больше. И первые солиды на винтовках вот таких были только с подачей без магазина. Безмагазинная подача. То есть ты его подавал в окно при примкнутом магазине. Примкнул пустой магазин, и вот таким образом каждый патрон подавал. В боевых условиях это, естественно, невозможно. Поэтому буквально за несколько недель перенастроили производство, пересчитали конструктора окно магазина приемника, изготовили новый магазин. Они, опять же, я акцентирую внимание, сделаны в России. Вот. И обратите внимание, что максимальный кол, стал 98,5. Видите? Это в калибре 3,88 инча. Магазин этот на 5 патронов. Значит, длина вот этого магазина 101,3 мм стала. Раньше это была длина 94, вот так вот. Да, и сантиметра, поняли, да? И теперь, смотрите, обратите внимание, вот мы вставляем сюда патрон Solid, и он очень четко сюда входит. То есть это создано для того, чтобы можно было работать магазинной подачей пулями Solid.
Вот. Солид мы называем, соответственно... Солид мы называем пули, которые точенки. Угу. То есть ты можешь работать с точенкой. Да, обычный кол у нас что-то там в районе 92 мы настраиваем, 92,5. То есть как мы это делаем? У нас есть, первое, это специальные гильзы, которые мы готовим для этого. То есть мы берем испорченную гильзу, ну, допустим, к которому больше не будем стрелять. Разрезаем ножницами шейку, для того, чтобы патрон вот таким образом ходил здесь. Ну, просто до-сюда ходил. И вынимая отсюда капсуль, а из затвора боек, чтобы ничего не влияло на измерение, мы измеряем так называемый пульный вход, да, то есть называется джамп перезарядки. То есть мы его делаем на 0, после чего, как правило, мы отступаем на 0,5 миллиметра и начинаем там работать. Здесь, в связи с тем, что все тесненько, и вот этот джамп тоже я делаю тесненько, с наджатием. Я не отступаю 0,5, я отступаю 0,2. Это важно. Вы, регулируя кол на одной и той же навеске, на одной и той же скорости, вы глубиной посадки пули влияете на кучу на 100 метрах. Ну, естественно, там она угловая, эта история, там и на 1000 метрах и так далее. Вот. То есть мы, когда настройкой занимаемся, мы, выталкивая пулю, то есть она должна встать на резы и чуть-чуть отступить, да? После чего мы измеряем, экстракция патрона происходит, мы его измеряем и понимаем, что у нас готовый патрон. После чего мы делаем серию 3-5, делаем выстрелы, проверяем, что у нас каждый выстрел, я напомню, что это лабораторная работа. Мы проверяем, что кучность наша хороша, нас устраивает. Вот. Как правило, это, еще раз повторюсь, это когда мы успокаиваемся, это 0,1, 0,2 МОА. Все, в этот момент, как правило, достаточно быстро это все происходит. На курсовку мы закладываем 300 выстрелов. Но, как правило, все 300 мы не расходуем, потому что каждый выстрел вдумчив. Мы формулируем сначала вопрос, что мы хотим сейчас сделать. Мы хотим сейчас проверить то-то и то-то. Как мы это сделаем? Вот так. Измерили, выстрелили, посмотрели на кучу, для себя поняли. Стрелок понимает, он накосячил, значит, нужно будет перестрелять, или нужно поменять стрелка, или нужно... Ну, на самом деле, да, мы так и делаем. Иногда бывает замыливается. Вот. И все. И мы, как только мы достигаем хорошей кучи, мы каждый, естественно, конечно же, мы работаем с измерителями скоростей пули, получаем искомую полку кучную, получаем рецепт боеприпаса. Естественно, они его записывают, вводим это все в кэстрелы, которые мы привозим мальчишкам. Естественно, мы работаем с Борисовым. Вот. Ну, кстати, пользуясь моментом, давайте вот о чем поговорим. В Самарской области калькулятор Борисова, это Самарская область, город Тольятти. Да, город Тольятти, да, конечно. Вот. Пуля МГ Михаил Гуревич, Самарская область, город Кинель. Я недавно узнал. Да. Стрельбище достаточно большое. То есть у нас есть все для того, чтобы заниматься высокоточкой. Да. Все есть. Поэтому, товарищи из Самары, приезжайте, готовьтесь. У вас все здесь в Самарской области. Самарская область сильна вообще, сильна стрелковыми дисциплинами. Сейчас еще подрастут стрелки, и прям будет вообще хорошо. Я тебе чуть попозже, когда мы закончим. Две у меня есть темы заготовлены, тоже мы их обсудим. Там нужен будет твой совет ребятам и там твое мнение на определенную вещь. Вот. Значит, еще из особенностей винтовки заключается в том, что на 338 калибрах планочка имеет наклон 20 МОА по умолчанию. Это 6 с копеечками мил. Вот. То есть только над ресивером. Очень важно. Значит, сейчас конструкторы входят в эту историю и меняют и вот эту планочку тоже, для того, чтобы не было оптического искажения в наклонах между предобъективной насадкой тепловизионной и оптическим прицелом. Потому что бывают люди, которые ставят сюда еще кронштейн с наклоном, еще 20 МОА, 40 МОА, и это чересчур, слишком дальнобойно получается, то есть там уже... Ну да. Да, то есть 20 минут
вполне достаточно для того, чтобы уверенно стрелять на 1400 метров с тех прицелов, которые мы устанавливаем на эти винтовки. В комплекте вот для воинов мы возим Zero Compromise, мы возим Kalis 6.24, мы возим Vortex Razor 2, это 4,5 на 27. Вот. Меньше класс прицела мы на такие винтовки не ставим. Вот. И вот поправок этих прицелов вполне достаточно, чтобы спокойно, без всяких выносов сеткой, работать на дистанцию 1300 плюс. Да? Да, а теперь, Так, теперь вопрос. Изложу, да, сначала даже, знаешь, как не вопрос, мое предположение, каково. Из него вытечет как раз вопрос. Значит, что сейчас у нас происходит? У граждан появились неожиданно деньги. Ну, с 90-х еще, понятно. А тут появилось высокоточное оружие. Так. Там, с середины нулевых, скажем так. И граждане, имеющие деньги, покупают сразу себе Лобаева, Орсис, ну вот все, что ты до этого перечислял. И что происходит? Как ты упомянул уже Lamborghini, я это тоже говорю в некоторых видео. То есть человек, не пройдя школу «Жигулей», начинает ездить на Lamborghini. После чего мы аллегорию уже, да, это взяли. Видим, как мажоры сбивают остановки в Москве, людей, и все, кого только можно, на скорости 300. Понятно. Я считаю, что здесь такая же история. Естественно, конечно. И из этого исходя, у меня вопрос. Как ты считаешь, вот человек решил заниматься стрельбой. Вот как я, человек, Да. 33 года, я первый раз в своей жизни, у меня нет ни одного охотника, ни одного человека в моем вообще. Ну, то есть, ты понимаешь, я первый раз в жизни, когда я сюда приехал, я вообще первый раз в своей жизни взял оружие. Да. Как ты считаешь, какой путь нужен человеку пройти, чтобы он дошел до этого? Если ты хочешь сейчас, давайте так, если он прошел такой путь, длинный путь, то есть он взял сначала, там, допустим, охотничий карабин любой. Вот если человек, как я был, ничего у него не было. Ты можешь сразу сесть на вот эту винтовку. Ну, через 5 лет, правда, по закону. Ну, я имею в виду, по приобретению, это может быть твоя первая винтовка. Без проблем. Лично я, как инструктор, я настаиваю, чтобы, когда ты берешь в руки совершенное инженерное творение, чтобы получать удовольствие от него, ты обязан отучиться у инструктора хотя бы. Ты должен закончить курсы подготовки, ты должен быть вовлечен в историю. Это не происходит ни за неделю, ни вот так вот. Ни за какие деньги ты не купишь знания. Дело в том, что у нас так устроено, маленькое открытие, так устроено человеческое сознание, что у нас нет с тобой Wi-Fi и Bluetooth. Мы можем с тобой передать информацию друг другу двумя способами. Чтением. То есть кто-то изложил свои мысли на бумаге, а ты прочел. Или ртом в уши. Поэтому, а там дальше, отложилось у тебя там между ушами, она застряла или нет, тут это слово, тут вопрос. Тут еще мы сюда вплетаем слово «интерес». Если ты имеешь интерес к этому, то ты в любом случае запомнишь больше, понятно, заинтересованность твоя и так далее. Вот. Поэтому ты можешь купить винтовку высокоточную, но ты потеряешь радость от сравнения. Вот. Что было, что стало. Это раз. Второе, зато, стреляя с инструктором, ты приобретешь академические знания. Как игра на гитаре, как вождение автомобиля, гоночного болида. Вот. Понятно, что мы все идем в автошколу, получаем права и плюс-минус стреляем. Это вот все стрелки в целом. Кто-то из нас становится гонщиком Формулы-1. Вот Формула-1 это высокоточка. Вот, да, я также такой же налог. Еще раз, любой высокоточный карабин, это кто-то достаточно умный человек. Недостаточно, а вот если он производитель, он самый умный в этом деле. Да? То есть он создал всю эту историю. Это же не просто, только в компьютерных играх и в головах дураков это просто. Ну просто на станке обработал, ну просто там, а как-то волшебство, понимаешь? Не учи физику в школе, и жизнь твоя будет наполнена различными чудесами. 100%. И здесь то же самое. В смысле вот чик, и вот попал,
В смысле вот так летит пуля? А на коробках нарисовано вот так. Понимаешь? То есть это огромная культура стрелковая. И вот для чего, например, мы стрельбище построили? Ну, по сути, это место, где передаются опыт, где эти слова произносятся и слышатся, где работают профессионалы, где работают инструкторы, куда приезжают стрелки разного уровня, но в любом случае неопытный стрелок смотрит на опытного и учится, и сам растет. Понимаешь? И здесь вопрос очень важный. Важно с инструктором позаниматься, причем не позаниматься сразу интенсивно там неделю, а позаниматься, пожить с этим. По выходным ты приезжаешь, вы пьете вместе чай, вы общаетесь, ты находишься в атмосфере стрелкового клуба и пропитываешься ей. Ты становишься потихонечку, ты перенимаешь повадки, ты перенимаешь одежду. Мы обсуждаем здесь различные, в том числе и околострелковые истории. Это огромная индустрия. В нее ты окунаешься и потихонечку становишься лучше. Ты становишься хорошим стрелком. И в крайней степени редко в России хороший стрелок становится хорошим инженером. И потом создает что-то. Ну, то есть вот нужно вот об этом понимать. Сейчас, слава богу, в связи с тем, что есть практическая стрельба, есть снайпинг, огромное количество организаторов появилось матчей. Все они делают прекрасные матчи, стрелковые праздники, на которых самое главное, что происходит? Происходит обмен опытом. Более того, даже если ты на этот матч не приехал, интересующиеся люди в интернете всегда смотрят карты по железу. Какое железо выиграло, какие калибры выиграли, какие навески, что. То есть вот это очень интересно, очень. И если ты этим интересуешься, если ты, то в любом случае к тебе придет успех стрелковый. То есть вот, по-моему, я ответил на это. Ну да, ну то есть ты говоришь, что не обязательно начинать с пневматики, потом условно калаш. Нет, я говорю так, что лучшее, что вообще может лучшую школу, которую может стрелок пройти для себя, это мелкашка. Это 22 ЛР. Лучшая школа, которую можно вообще представить стрелковую. Во-первых, на дистанции до 50 метров калибр 22 ЛР экстремально кучен. Это всегда, практически все мелкашки имеют матчевые стволы, имеют матчевую кучность. И по сути различаются только заряжаемым в него патроном. Они не имеют никакой отдачи. Импульс отдачи 1 джоуль. Да. Вот. Если ты решил прийти в стрельбу сразу с калибра 8,68 или 3,38 или там 12,7 на 108, ты не станешь хорошим стрелком с гарантией 100%. Потому что отдача отучит тебя вкладке. Невозможно научиться равномерной вкладке. Поэтому хорошая школа на 22 ЛР, и затем ты растешь в крупный калибр. Это 308, это вот эти вот сейчас шведские высокоточные калибры. Чем они хороши? Малым импульсом отдачи, высокой скоростью патрона, хорошей баллистической кучностью и баллистикой боеприпаса. Вот в чем прелесть. И мало кто стреляет 30.06, 338. Мало кто стреляет. Потому что импульс отдачи в спортинге никто не стреляет. На охоте стреляют 36 навеска, 38, они там борются, там какие-то супер-ультра-магнум калибры, там 40 грамм навеска. Чем стреляют спортинг компакт? 24 грамма. Да. 28 грамм. Край. Потому что импульс отдачи очень важен при обучении. И на самом деле мы об этом с тобой можем говорить несколько суток. О концепции обучения и так далее. Поэтому вопрос твой, конечно же, очень широкий. Очень широкий. Ну да, потому что... И мой личный ответ такой. Хочешь научиться очень хорошо стрелять, поставить себе технику, 22 ЛР, несколько тысяч выстрелов, дешево
И самое главное, с отличным прогнозируемым Ну, результатом. значит, я так и начну тоже. Вот видишь, я и для себя как бы заодно это все спросил. Да. Потому что у меня еще там определенное время. Прекрасная винтовка, Биатлон 7. Мгм. Прекрасная винтовка. У тебя она, да, насколько я Ну, у знаю? меня есть такая винтовка, да. Очень я доволен надежностью, кучей ее. Есть, опять же, различные спортивные вариации этих винтовок. Есть, опять же, и манлихеры, и да, все, что Ну, ты хочешь. Так, вот я отсюда, знаешь, мне кажется, говоришь, как раз вопрос-то вот в том, что вот этих всех людей, которые пишут, что Лобаев не работает, Мгм. и спусковой механизм, там, и еще что-то, это как раз вот промежуток вот этот, как мы уже говорили, Нет, 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 нет. в знаниях, нет? Нет, нет. Значит, здесь момент вот какой. Здесь идет, когда люди снимают такое хайповое видео, во-первых, у людей, ну, давай так, стрелки все-таки это интеллектуальные стрелки, высокоточники. Конечно. Здесь необходимо знание Физика, математики, математика, да. аналитический склад ума. Здесь необходимо сомневаться. В том числе, чем не очень страдают российские стрелки, в том числе сомневаться в себе. Здесь не нужна самоуверенность, граничащая с безумием. И когда ты снимаешь видео, выкладываешь его, то лейтмотив у глупых людей будет, ну да, не работает. А у умных людей будет, ну зачем ты расписываешься в собственной глупости? Ну да. Винтовка работает. Ты не смог ее настроить. И имеешь огромную глупость говорить инженеру, что ты мудак. Применять при этом красноречие какое-то свое, бесит тебя, это не бесит. Послушай, почитай книжек. Это научит тебя вежливому общению с людьми, с аудиторией. Да, да, да. Это научит тебя обращаться правильно с оружием. И такие видео пропадут. Более того, такие видео пропадут, когда мы сейчас акцентируем внимание. Я сейчас вот буквально сегодня в ночь я уезжаю опять в Луганскую область, и мы будем опять учить бойцов заниматься этими винтовками. Мы опять это все пройдем, и я постараюсь. Понятно, что, ребят, вот обращаюсь с вопросом, а что ты видео не снимаешь? Значит, у нас есть ограниченное количество времени, и с 7 утра до 12 ночи мы постоянно вот этим способом, словами в уши, мы постоянно разговариваем со своими курсантами, постоянно стараясь в короткую единицу времени выдать максимальное количество знаний. Если я начну ставить камеру, свет, снимать, брать с собой оператора, это будет не обучение. Мне некогда. 100%. Мне некогда снимать там видео. Вот сегодня Алексей попросил меня, прям вот буквально у меня стоит груженная машина, да, то есть я собираюсь уже уезжать, но мы уделили для вас время, для вас. И наверняка вы будете смотреть это видео тогда, когда я вам в комментариях не смогу ответить, да, то есть у меня не будет интернета, потому что недели 3 меня не будет. Вот. Поэтому, ребят, учите матчасть, получайте удовольствие от стрельбы, учите настраиваться. Еще раз, когда вы с ВАЗ-21 там 09 пересаживаетесь на упомянутую ныне Ламборгини и пытаетесь поставить на нее колеса от Камы, это я сейчас имею в виду дешевые гильзы, вот, она не поедет 400 км в час. Бугатти Верона не поедет 400 км в час на шинах Кама. Просто эти шины взорвутся на скорости, на той скорости, на которую их придумал их конструктор. Да. Они от этого не стали плохие, просто они для другого. Да. И если вы вдруг решили, что там, та или иная винтовка говно, посмотрите в зеркало. Посмотрите в зеркало. Может быть, вы где-то, книжек не прочитали каких-то. Может быть, вам на жизненном пути люди умные не попадались. Да, такое бывает. Вот. А снимать хайповые видео, оскорблять конструктора, который, может быть, кто-то не знает, но когда винтовку Лобаев конструировал, он купил ангар, который раньше был для металл там хранили. В этом ангаре он построил оружейную мастерскую, а на 2-м этаже жил с семьей. Вот в таких условиях творилось это оружие. И сейчас оно работает. И сейчас есть спрос на это оружие. У Родины есть спрос на это оружие.
Это оружие создавалось реально в тяжелых условиях. Вызывает лишь уважение. Лишь уважение. Когда мы построили стрельбище, мы наносили визит вежливости всем до одного организаторам высокоточных матчей. И я был во всех компаниях, производящих винтовки. Я был в Беспоке, я знаком с МОКом, я знаком с Володей Гребенюком, я знаком с Лобаевым. Я не смог познакомиться с Орсисом, так вышло. Я звонил несколько раз, мне обещали перезвонить, но затем началась пандемия, потом началась война, и мы обязательно познакомимся с компанией Орсис, обязательно. Обязательно с ними пообщаемся. Еще раз, мы за точный выстрел. Мне не важно, кто с кем когда поссорился и кто что там про меня думает. Да? Как вот, помните, Кацман, говорят, крепко ругался на вас, когда вас не было. Он говорит: Кацман, пока меня не было, может меня даже бить. Да. Но вот в данном случае, ребят, когда вы выказываете историю эту в интернете, не мне вас воспитывать, но некрасиво. Ну вот. да. Винтовка работает. Мы предоставим вам, Алексей, предоставлю тебе десятки видео. Можешь их как-то врезать. То есть мы достаточно, в наших условиях все-таки я иногда успеваю подснимать непрофессиональное видео, как работает эта винтовка, как работает как раз вот этот пресловутый вот этот вот невыброс, вот это все. Вот. И все это вы все увидите. Ну да. Какой-то еще вопрос есть у тебя? Нет. Как? Закончились вопросы? Закончились вопросы. Ну, в общем, давайте подведем итог. Я скажу так. Почему мы ездим, почему наш выбор не только закупать высокоточные комплексы для бойцов российской армии? Почему мы приняли решение ездить туда и учить? Почему с нами ездят топовые стрелки для этого? Для того, чтобы передать знания стрелкам. Знания. Чтобы после нас остаются достаточно сильные профессионалы, которые могут не только настроить, вот допустим, у них есть одна гильза, затем им попадает в руки другая гильза, один патрон, потом другой, одна пуля, потом другая пуля. И эти парни остаются с достаточным уровнем знаний для того, чтобы самостоятельно проводить лабораторные работы. Более того, несколько из наших курсантов стали сами замечательными инструкторами. Они, получив опыт высокоточного выстрела, стали делиться этим опытом со своими сослуживцами, бойцами. И в целом уровень подразделения, его успешность на линии боестолкновения растет. Вот почему мы ездим и учим. Вот почему мы сомневаемся, в том числе всегда в том, что какой мы с вами ставим эксперимент. Ставим под сомнение все. А сомнение порождает что? Действие к устранению сомнения. Мы обязательно ищем самый лучший комплекс. В сокращенное время мы создаем комплекс патрон, винтовка, стрелок и добиваемся хороших результатов. Понятно, что многие могут поставить под сомнение, как бы не зная нас лично там, или что-то еще. Ребят, да бога ради, нормальные люди сделают нормальные выводы, а мы делаем это не для вас. Мы делаем это для бойцов. Мы, даже вот это видео, которое мы сейчас вот делаем, мы делаем для того, чтобы парни знали, что есть мы, и к нам можно обратиться, и мы научим и дадим оружие победы. Да. Так победим. На том мы завершим. Да. Спасибо, Григорий Александрович. Будь здоров. Спасибо.